Я приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо большое за то, что мы вместе, за то, что, несмотря ни на что, вы смотрите видео, комментируете, пытаетесь разобраться в ситуации. Прямо сейчас со мной на связи политолог Вадим Карасев. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Вадим Юрьевич, множество новостей, но начать я бы хотел с тревожащего. Президент Украины сфотографировался, эту фотографию выставили с шахидом сбитым, или шахедом правильно. И, собственно, энергетическая война, которая продолжается, проблемы по всей территории Украины, которые вот как бы не должны сломить украинцев. Президент даже вынужден внеурочно выходить, собственно, в эфир и там желать всем света в сердцах, и свет этот остановит тьму. Что вы думаете, насколько хватит еще нашей системы энергетической, насколько хватит политической мудрости, упорства для того, чтобы продолжать противостоять вот такому же террористическому формату войны? Ну, насчет энергетической системы ничего вам не скажу, пусть говорят специалисты. Так, узнаем, может быть, со временем, недалеком, в ближайшее время, что скажет министр энергетики Герман Галушко, что скажут в Кабмине, в офисе президента. Что касается политической составляющей, так, или политико-психологической, то, я думаю, выдержим, даже уверен, потому что когда война народная и справедливая, то это главное. Можно и потерпеть. Можно и потерпеть, поскольку мы понимаем, что расчет на то, чтобы сломать волю к сопротивлению, вообще волю украинцев, гражданского населения. Вот, так что, когда война захватническая, агрессивная, которую ведет ваше государство, то понятно, что долго терпеть это никто не будет. А если речь идет о защите, существовании, независимости, суверенитета твоей, своей, нашей страны, то это ситуация народной справедливой войны. Поэтому ради сохранения страны, ради сохранения украинского образа жизни и так далее, политических ценностей, ценностей вообще, можно и терпеть. Вот в этом, скажем, всегда идет борьба за то, чтобы война сразу осознавалась. Так сказать. Даже захватчики, даже агрессоры, вот они часто выдают свои захватнические планы за какие-то, скажем, или упредительные акции, или там, за справедливые какие-то акции, вынужденные акции. Но нам это и делать не надо, потому что с самого начала мы столкнулись с внешней агрессией, внешним вторжением, с путинской войной против Украины, или там российской войной против Украины. И понятно, что на кон поставлено много, если не все. Значит, будем терпеть, и можно потерпеть. Правда, тут надо все-таки сказать, что если мы должны будем из вот этой войны, связанной с терпением и страданиями гражданского населения, должны выйти обновленными, чище. И жизнь должна быть справедливая, раз война справедливая. И надеюсь, что не будет места уже послевоенной времени и масштабной коррупции, разного рода схем, олигархов, разных, скажем так, вернутся сюда, когда вернутся всегда разные батальоны, эмиратские, там, монакские, еще какие-нибудь. Ну, пусть помнят так, что страдать можно за лучшую, справедливую Украину, а не за олигархов, мошенников, бездарей, некомпетентных людей, которые 30 лет паразитировали на Украине и украинцах. Теперь еще один важный момент, который касается уже не столько моралите, там так, морально-политического, скажем так, оценок, так, морально-политических оценок, сколько вот оттолкнемся от фотографии. Вот современная война, так, или современные военные конфликты,
это победа изображения над правом. Вообще-то война это создавалась вот как концепт, как регулятив насилия или как форма насилия, создавалась вот в свое время как такой юридический концепт, когда четко понималось, что такое военное право, начало войны, объявление войны, конец войны, победа в войне, мирный договор и так далее. Ну и, кстати говоря, часто военное право, военная этика были регулятивным и в самой войне. Так, военнопленные, потом права военнопленных, так, Женевская конвенция, потом и военные преступления и так далее. Но главное вот в этом, скажем так, в концепте войны, как регулятиве насилия, как регулирующей формы насилия или формы насилия, было то, что военное и гражданское население были четко отделены. Война касалась, она была вынесена где-то на поля сражений, поле боя. Вот. Гражданское население ну, как меньше тут затрагивалось, нежели военное население. Современная война, военные конфликты по-другому, в общем-то, рассматриваются чаще страдает гражданское население. Оно менее подготовлено к страданию во войне, менее профинансируется, что все идет на армию, на оборону, все для фронта, все для победы. Вот. И особенно это стало тогда очевидным, когда войну стали показывать по телевизору. Ну, еще основатель вот, теории современных медиа Маклюэн сказал так, что с появлением войны в телевизоре закончилось разделение на гражданское и военное население. И изображение побеждает право, потому что вот современной формой войны, телевизионной, а теперь уже цифровой, это первая вот война цифры, такая большая эпохи цифры. Вот. Важно очень подчеркивать, ну, сам показ плюс акценты, нюансы, они делают как раз акцент на страдании простых людей, на гражданском населении, на потоках беженцев, разрушение жилых кварталов и комплексов, так, разрушение гражданской инфраструктуры, как мы видим вот, в попытках иранскими дронами с российским управлением так, подорвать уже не военно, а гражданскую инфраструктуру, потому что ну, отключение света бьет прежде всего по простым людям, создает ну, не то, что даже неудобство, а создает понятие такой, ну, скажем так, и неудобства, и блокирование нормальной жизнедеятельности. А главное, всегда создает чувство неуверенности, тревоги, тем более воздушная тревога, тем более воздушные налеты и так далее. Поэтому вот то, что президент фотографируется на фоне вот этого поверженного шахеда, так, то, что записывает видео, ну, то, что вот наши, скажем так, власти и командование, и политическое, и военное используют, скажем так, современные методы коммуникации, это отражает вот новые формы войны. Когда изобразительность, изображение, визуальность, медийность и тому подобное, вот оно как раз призвано прежде всего дать сигналы международному, мировому сообществу, международным структурам, дать сигнал о страданиях простого человека. На войне как на войне. Возникает сразу же на войне вопрос. как на войне. А вот на Владимир войне как Юрьевич, на войне. сразу возникает вопрос. Если а вот страдания это, простых конечно людей, же, а другое. помощь у нас Поэтому исключительно это военная, важный момент, на который бы я все-таки я вот обращал понимаете, внимание. здесь важно, но здесь важно, правда. Если помощь у нас исключительно военная, бюджеты исключительно военные, США вот заявили еще 725 миллионов долларов. 225. В общей сложности. И еще, и будет следующий пакет, и следующий, и вооружение, и все. А почему, посылая эти сигналы, мы не видим, ну, понятно, уже третья неделя заканчивается вот этих серьезных ударов по инфраструктуре и целенаправленных ударов по энергоструктуре Украины. Почему нет миссии там как можно быстрее с Запада привезти как можно больше там, солнечных панелей, всяких, скажем так, агрегатов и приборов, которые могут помочь мирному населению?
Ну, во-первых, это запрос уже должны сформулировать наши власти. Я думаю, надеяться на то, что мы можем восстановить инфраструктуру. Главное – это сохранить централизованные электросети для того, чтобы осуществлять перетоки. Так, большая проблема, самая большая проблема будет тогда, когда она будет разрушена, централизованная система управления, так, вот то, что называется Центрэнерго, и будут разбиты на какие-то локальные электросети, не связаны между собой, которых легче добить. Ну, кстати говоря, вот сегодня в тестовом режиме, только что я видел новость, в тестовом режиме мы начали получать электроэнергию из Словакии. Я думаю, на это, скажем так, расчет больше, что мы справимся без этого. А что касается вообще помощи, вот с этой точки зрения, с этой составляющей войны, гуманитарная помощь, то, ну, скажем так, я не сказал, что очень много, но достаточно. Так, потому что бюджетные расходы, бюджетные статьи финансируются за счет западной помощи. У нас фактически сегодня не осталось экономики, да, которая бы могла самостоятельно генерировать соответствующие доходы, экономическую активность, соответствующие доходы, поступления в бюджет и финансирование не только военного, оборонного бюджета, так, военного бюджета, но и гражданского бюджета. Значит, пока мы это все обеспечиваем за счет либо кредитов льготных, либо грантовой помощи со стороны США, Европейского Союза и отдельных европейских государств. Так что эту часть войны, где главное, основное бремя тягот и лишений ложится на плечи, условно, извините за заезженную фразу, ложится на гражданское население, это понимание есть и понимание у наших партнеров, поэтому помимо военной помощи, помимо помощи на фронт, на оснащение армии, соответствующими видами вооружений, мы получаем достаточно большой объем и финансовой помощи по линии Европейского Союза и США, и объем гуманитарной помощи, которую, кстати говоря, как следует из материалов расследований НАБУ, которые просачиваются в публичное пространство, воруют, крадут. Вот это уже мародерство. Вадим Юрьевич, и все-таки давайте о политике, потому что там то, что Путин называет гражданской войной на Валдайском форуме, и всех это как-то повергло в шок, там не это только повергло в шок из его высказываний, нас наталкивает на то, что вроде бы как о мире просит по общей тональности, но просит не украинцев и Украину, а Запад, чтобы Запад надавил на Украину и украинцев, вот эти силы в Вашингтоне, которые могут решить украинский вопрос, к ним, скажем так, обращается. И возникает вопрос, что об Украине без украинцев. Вот готовы говорить вообще сейчас в данном промежутке, этапе войны? Если Путин говорит о гражданской войне, то я с ним соглашусь, только с одной оговоркой. Да, он ведет войну против граждан Украины. Разве удары по инфраструктуре гражданской? Это удары по гражданам, по гражданскому населению, которое основную тяжесть страданий берет на себя. Кстати, жертв тоже много. Летальных исходов в результате ракетных ударов, дронами. И в первые месяцы войны, когда самолеты бомбили и ракеты обстреливали города востока Украины. Теперь, что касается вопроса о мире. Во-первых, почему к Западу? Потому что для Путина война с Украиной – это локальный театр военных действий. В оправдании, там же речь зашита была в речи оправдания, да, почему было вторжение, почему началась война против Украины. В оправдании, что это Запад все спровоцировал. Запад же не случайно, посмотрите формулировки, начиная от Байдена
Блинкена и заканчивая там Боррелем, Урсулой фон дер Ляйен, Макроном и Шольцем. Ничем не спровоцированная агрессия Путина против Украины. Ничем не спровоцированное вторжение Путина в Украину. Ничем не спровоцировано, они это подчеркивают. А он говорит, нет, спровоцировано Западом, который вот хочет сохранить свою гегемонию. Примерно вот так. Сквозной такой сюжет. Хотя эта гегемония, она сегодня умирает, она подорвана, но тем не менее Запад делает все, чтобы сохранить эту гегемонию и готов идти на все, чтобы ее сохранить. В том числе и на военные угрозы, и на провоцирование военных конфликтов. Поэтому договариваться будем с американцами. Прежде всего с американцами. А может быть и единственный с кем, с американцами. Ну, потому что там как, Ли Страсс, девушка, как там, не очень, да, как там сказано было, умная, да, не в себе. А девушка немного не в себе. Ну, а кто такие Шольц и Макрон? Примерно это так звучит. Ну, а второе, ну, есть и резон, потому что если, скажем, функцию стратегической глубины и источник финансирования, и до вооружения, военное оснащение и так далее взяли на себя страны Запада, то понятно, что с точки зрения Путина войну легко закончить, если Запад перестанет давать военную помощь, экономическую помощь. Вот такая логика у него. Но она, кстати, логика с изъяном, потому что он не учитывает волю сопротивлению и настрой на победу украинской армии, украинских военных и украинского общества. Ведь вначале-то не было никакой помощи со стороны Запада. Запад выжидал недели 3-4, чем это закончится. А когда увидел, что Украину не победить, не сломать, не поломать, значит, тогда и уже и была изменена концепция на, скажем так, наблюдение за ходом военных действий, на вмешательство и переформулирование, скажем так, целей войны. Не дать победить Путину в Украине или не дать Путину победить Украину. Вот так они считают. Ну, вот это все ж понятно, что давайте договариваться, но на его же условиях. Он же ничего не сказал про аннексированные территории, так, а наоборот подчеркнул, что территории уже, скажем так, аннексированы, их не территории. Значит, расчет на то, что нас удастся сломать, и мы вынуждены будем пойти на переговоры на этих условиях. Это раз. Во-вторых, понятно, что к концу года, когда начнутся другие климатические условия, если не удастся, вот буквально при такой погоде, правда, сегодня хорошая погода в пятницу, солнышко в Киеве, да, а уже в понедельник погода может резко поменяться и поменяется. Кстати говоря, на Донбассе идут дожди, насколько я так слежу за и этим аспектом войны, потому что война – комплексное явление, и понятно, что климатические условия играют на ход боевых действий, на ситуацию на поле боя. Вот. Туман войны иногда, скажем так, и буквально надо понимать. Туман на войне – это уже и ограниченные возможности для беспилотной авиации, разведданных, обнаружения противника, дороги уже не те, которые могут давать возможность быстро пройти, гусеничной техники и так далее. Так вот, сейчас вот неделя-две для того, чтобы, скажем так, последнюю какую-то попытку предпринять перед зимой, так, для того, чтобы освободить территорию, сделать большой прорыв, провести успешную такую операцию, так, военную, сродни той, которую мы наблюдали в начале сентября в Харьковской области. Частично на севере Луганской области, когда освобождали Лиман. Но если этого не удастся воплотить, скажем так, деоккупировать все эти территории, я сейчас Крым не беру, отдельная тема, тогда, скорее всего, линия фронта, она стабилизируется. Они тоже вводят резервы свои, оборону, кстати, готовятся к большой обороне.
Ну, в курсе вы, в Луганской области там линию Вагнера строят или линию Пригожина. Ну да, Значит, линия оборонительные. Гордона с пирамидками. Ну, да, ну все там, пирамидки, я уже как бы запутался в сетках, пирамидках, там сколько уже было этих всяких стен, и Сениных, и других, так, вот. Но сейчас это вот, значит, они готовятся, окапываются, создают линию, эшелонированные линии обороны, вот. О наступлении пока не, и вряд ли в ближайшее время будут думать. Нет у них сил на большое наступление, по крайней мере, на этом участке фронта. И то же самое под Херсоном, отсюда и эвакуация с херсонцев на левый берег, там тоже линия обороны делают, значит, готовятся к тому, чтобы не допустить прорыва от украинских войск, наших войск, с тем, чтобы на зиму уйти вот в таком как бы замороженном военном состоянии. Вот. Ну и в крайнем случае, как бы для них, конечно, вариант это, если эта линия линия фронта де-факто и будет линией границы на несколько лет. Может, знаете, тоже в 2014 году была Минск-1, в 2015 году Минск-2, а затем в 2022 году все опять началось. Вот такой вариант я не исключаю. И такое состояние ни войны, ни мира, состояние насилия. Тут вариантов может быть несколько. Я не знаю, как ситуация будет развиваться с учетом того, как в США выборы пройдут. И там тоже общественное мнение так меняется, так, с точки, ну, что нужно переориентироваться либо на Китай, либо на внутреннюю политику, либо на ядерную тематику, и Украина этого не стоит. Так, цена. Вот, принуждение Украины к такому миру, она не стоит того, чтобы... Или, точнее, цена продолжения войны в Украине не стоит того, чтобы вот рисковать там, Третьей мировой войной, и надо на Китай уже больше переориентироваться и так далее. Поэтому 3 может быть сценария такой. Первый де-факто замораживается, но никто ничего. Просто, скажем так, линия. Правда, эта линия и как бы де-факто граница это примерно 1000 километров. Но было 400 километров, так, по Минску. Теперь 400. Вплоть до, скажем так, Херсона. Ну, Херсон могут они и Херсон отдать, правда. Херсон. Для них главное сохранить, для России, главное сохранить контроль над Азовским морем и сохранить сухопутный коридор. Ну, собственно, эти цели войны Путин вчера частично озвучил, и еще раньше, ну, новые цели специальной военной операции он озвучил частично вчера и в Астане 2 недели назад. Так, когда говорил о том, что нам воду не давали в Крым, Украина, ну, мы вынуждены были вот эту воду теперь обеспечить вот таким путем. Поэтому для них сейчас вот это самое главное. Сохранить сухопутный коридор, сохранить контроль над Азовским морем, над Бердянском, Мелитополем, Мариуполем, Херсоном, даже без правого берега, левым берегом, и все. И вот там как бы окопаться, потому что, ну, штурмовать Днепр, по крайней мере, сейчас у нас нет таких сил, а во-вторых, и Запад не спешит нам в этом помочь. Запад смотрит, получится хорошо, не получится. Ну, трагедии не будет, потому что если бы Запад искренне хотел, скажем, вот такого прорыва и освобождения, они бы дали прежде всего наступательные ударные вооружения. Это намного большее количество танков, а не самоходные артиллерийские установки. Не советские, не танки не советского производства, а новые танки западного производства. Абрамсы американские, так, и леопарды немецкие. Ну, я не говорю уже про авиацию. Пока об этом речь не идет. Вот вы упомянули последнюю помощь, так, американскую. О чем там речь на эти 250 миллионов? Снаряды, боеприпасы к «Хаймерсам». Да, это очень важная вещь. Но «Хаймерсы» – это хороший вариант для удара по логистике врага, но не для подготовки к большому наступлению. А тем более, что я сейчас сказал, что чем наступать. Танков нет и самолетов нет. Поэтому может быть такой вариант, что вот зафиксируется это там по Днепру, например. Днепропетровская, там, нет, Херсонская область, часть Запорожская, часть Донецкая и там вся Луганская область. И вот на этом все.
Я думаю, что Путин это может выдать за победу. Вот Крым. Сохранили сухопутный коридор. Крым, дали крымчанам воду, ну и по пути за Азовское море, контроль над Азовским морем. Тут варианты первые. Вот де-факто оно до, скажем так, до марта 2023 года фиксируется. Да, будут перестрелки, будут какие-то локальные стычки, но больших наступлений в силу, скажем так, и отсутствие достаточных средств и резервов с нашей стороны. Надо будет и новую мобилизацию, и новое вооружение. А вот Америка, как если уйдет на выборы, а потом с новым конгрессом, как тут будет? Да и в Европе мы видим тоже, начинают роптать некоторые так, и ждут отмашку из Вашингтона, смотрят, а как Вашингтон будет реагировать после выборов. Вот. И у них тоже нет наступательного потенциала, потому что мобики – это не для наступления, это для того, чтобы удержать оборону. Ну и такой вариант де-факто замораживается конфликт и все. Состояние технической войны. Вот читаю сообщение 2 дня назад. Ливан и Израиль договорились о морской границе в Восточном Средиземноморье. Хотя находятся в технически в состоянии войны. Давно находятся в состоянии войны. Так никто не отменял. Вот. Ну вот она уже перешла в такую вялотекущую ситуацию, там Хезболла, проиранское движение там иногда наступает, там израильтяне. Но вынуждены были провести по Восточному Средиземноморью, там запасы газа обнаружены. Там турки уже вовсю, греки тоже вовсю шуруют, ставят уже вышки и разведку проводят. Ну, надо Израилю и Ливану. Ну, пришлось ради газа пойти на такое соглашение. Хотя находится технически в состоянии войны. Никакого перемирия официально, там, тем более мира никто не делал. Вот такая ситуация может быть и у нас. Например, там до весны, а там уже, я не знаю, как будет, хотя Буданов, глава военно-разведки, и Свириденко, первый вице-премьер по экономике, когда она характеризовала показатели бюджета, она сказала, что мы исходим из того, что война закончится победой Украины к лету 2023 года, поэтому мы так и сверстали бюджет. Ну, а Буданов сказал, что война закончится к лету 2023 года, в том числе через освобождение Крыма. Ну, вот такой вариант. Может быть, дальше перемирие какое-то. Так, только его, скажем так, подписывают не политики, а подписывают военные. Например. Часто так и бывало, кстати говоря. Что Первую мировую войну, что Вторую мировую войну. То есть подпишет Залужный? Залужный, да, главнокомандующий подпишет. А что? А он, кстати говоря, не исключал такого. Помните, в «Тайме» в журнале он говорил о том, что может быть перемирие, но мы знаем, что поскольку Россия... Мы знаем, что такая Россия, поэтому это будет временным, надо накопить силы, перевооружить армию. Я бы добавил, восстановить наш ВПК, военно-промышленный комплекс, потому что все время зависеть от капризов, прихоти или там внутриполитической конъюнктуры Британии, Германии, Италии, Франции, так, или Соединенных Штатов Америки. Но это тоже не выход. Так войну вдолго вести тяжело. Тем более рассчитывать на славную победу. Хотя в современном мире в войнах я не видел ни у кого славной победы. А были вот разного рода перемирия и вот такие застывшие конфликты. Арабо-израильский, израильско-палестинский, индо-пакистанский конфликт. Это корейский. Тоже, посмотрите, Корейская война. Так что славные победы остались вот до 1945 года. Первая мировая война, Вторая мировая война и так далее. Вот. Так что вот такой вариант. Ну, может быть, и третий какой-то, не знаю, там. Но это уже будут решать, если третий вариант, то каком-то там возвращении к Стамбулу, хотя я не вижу к этому предпосылок, ни желания, никаких даже намеков и полунамеков со стороны нашего военно-политического руководства, то такой вариант пока я не вижу. Но, тем не менее, давайте все-таки, хоть и маловероятно, но все-таки допускать. Ну, в общем, нужен план А, Б, С, или план А, план Б, на случай того, что если
де-факто, без перемирия, без всяких подписей, вот такое становится равновесие на линии фронта, но это же не значит, что не будут обстрелы ракетами и дронами инфраструктуры гражданской и военной. Пока ПВО, не знаю, сможем ли мы закрыть ПВО так, вот в ближайшее время, но судя по тому, что говорил Бен Ходжес, так и другие военные специалисты, генералы, командующие НАТО в Европе бывшие, что пока нет, даже у них нет такой системы ПВО, чтобы закрыть небо для Украины. Ну, израильскую тему вы знаете, да? Вот тоже, что просили у Израиля, но Израиль отказался. Вот. Поэтому вот такая история. И если, это же может тоже превратиться в такой тлеющий постоянно конфликт, когда мира не будет, перемирия не будет, войны тоже большой не будет, на полях сражений. Но основная война, как форма насилия, или просто насилие, оно будет перефокусировано на страдания и тяготы гражданского населения, с чего мы начинали. Почему Зеленский критикует Запад, что ни цента не выделили на восстановление Украины, понять можно. А вот почему не выделяют, вот здесь уже сложнее. Во-первых, для того, чтобы восстанавливать, надо какая-то затухшая, потухшая ситуация. Вот вы восстановите, а завтра разбомбят. Это пустая трата денег. В Бучу имеется в виду. В Бучу, честно говоря, я не знаю, почему, что и как. Возможно, это связано с тем, что они хотят комплексный план, чтобы был. Полного восстановления инфраструктурного, экономического Украины уже в рамках этого плана. Так, во-вторых, считают, наверное, что у нас есть какие-то ресурсы для того, чтобы это все-таки локальный вариант, так, для них, по крайней мере, чтобы мы могли бы уже отстроить. Хотя вот Бородянка тоже, многие жалуются люди, так, Бородянка, Буча, Ирпень. А ведь многие остаются на зиму без житла. Может быть, надо тут как бы и Кабмину нашему, и соответствующим ведомствам, как говорили раньше, проявить больше инициативу. Иногда надо просить, но надо и делать. Есть такие вещи, которые за нас никто не сделает. За нашу власть никто не сделает. За наши структуры управления никто не сделает. Это раз. Во-вторых, у них же есть тоже как бы ограничения на финансы. А что, у них нет экономического и энергетического кризиса? В Британии, например, в Италии, у Шольца, у Макрона. Смотрите, уже два правительства, скажем так, сменилось. В Британии и в Италии. Просто что у Макрона и Шольца недавно выборы были. Шольц держится, маневрирует, потому что он понимает, что если сейчас там правительственный кризис, то эта коалиция не удержится. Так, и Макрона, недавно были президентские. Это тоже надо учитывать, что деньги просто так, да, идет в условиях войны, и возможных разрушений, риска разрушений. Это пустая трата денег. Конечно, да, хорошо, что собираются. Вот в Берлине недавно была большая конференция, представительная. Участвовал Шольц, Шмыгаль, Урсула фон дер Ляйен. Вот с нашей стороны премьер-министр, как я уже сказал. Да, уже план Маршалла, говорят об этом плане Маршалла для Украины. Во-первых, надо деньги найти, во-вторых, да, запускать его. До тех пор, пока война не закончится, или риски и опасности, тревога воздушных ракетных атак и так далее, и наземных операций, которые могут возобновить, будут идти до холодов, а потом возобновятся весной. Понятно, что это никто сюда инвестировать не будет. Конечно, можно деньги конфискованные нужно. Замороженные деньги российские в Европе, 300 миллиардов евро там конфисковать, отдать нам на финансирование восстановления. Но все-таки главный фактор – это частная инициатива, частный бизнес, частные инвестиции. А они не придут до тех пор в Украину, пока не будет прояснена ситуация с
И либо де юре, либо де факто окончанием войны. Ну, скорее де факто. В Израиле там, или Индии, Пакистан война продолжается. Как бы. Мирных договоров не было. Да, кстати говоря, Япония и Советский Союз по Курильским островам. Никакого мирного договора не было. И нет. А фактически они оккупированы. Но, тем не менее, мирная жизнь. Технически война, но фактически вот как бы... Ну, нормально, по крайней мере, от Японии и Советского Союза, и потом России было, инвестиции были и так далее. Если нет боевых действий, нет налетов, нет ракетных обстрелов, нет того, или они есть, но носят очень такой крайне ограниченный характер, тем не менее можно, скажем так, и вкладывать в страну. Вот Израиль. Так, ну, во-первых, у них купол. А во-вторых, все-таки палестинские эти самопальные ракеты в домашних условиях так, сделанные, ну, да, они вызывают тревогу, там и тревога есть в Израиле, так и часто. И да, и могут быть летальные исходы, но тем не менее это не носит такого характера ударов по инфраструктуре. Поэтому Израиль действительно создал свою систему, находясь в состоянии войны с арабскими государствами, с Сирией, с Египтом, с Палестиной. Я же не говорю, там Иран, как бы, хоть и не арабская, но так, понятно, это вообще враги экзистенциальные. Тем не менее, выстроил такую систему безопасности, создал противовоздушную оборону, создал современный военно-промышленный комплекс, инновационное производство, биотехнологии, медицину, создал условия для безопасной жизни в рамках концепции так называемой секьюритарной демократии, и, то есть демократии безопасности или государства безопасности. Нас Причем тоже не такая ограничивая... модель ждет, да? А? Нас тоже Не, такая модель ждет. а кто у нас Палестина? Кто Ну, у нас как, Палестина? как кто? Путин, Кремль? Ну да, конечно. Палестина с самопальными бомбами. Понимаете, самопальными бомбами. И израильтяне по ним современными ракетами лупят для того, чтобы уничтожить точечными управляемыми ракетами руководителей там разных радикальных групп и таким образом снять проблему на время. Она снимается, появляется новый какой-то вождь, так и так далее, или там предводитель. Вот так оно и делается. Или в Иране, как они делают. Если видят, что в Иран начинает подкрадываться так, или к реализации своей ядерной программы, что у них вот-вот может возникнуть ядерное оружие, а программа-то есть у них, что они делают, израильтяне? Либо точечными ударами ведущих физиков, которые занимаются этим. Вот недавно было, помните, в машину ракета ехал этот их какой-то известный физик, вот был уничтожен. Либо они шарашат по там местам, где проводятся испытания, где там обогащается уран. Вот эти места. Разведка доносит все, координаты, и тогда все, заново начинают. Но так было и вот Ирак, когда Саддам Хусейн там тоже. Так, либо американцы это делали. Не помню, израильтяне не делали. А у нас кто? Палестина. Чем стена палестинская тоже. Там же есть стена, да? Между палестинской частью и израильской частью. И процентов арабов живут, так, если не ошибаюсь. Так? Вот. А у нас кто Палестина? По нам же бьют, а не мы закрыли небо и начинаем как бы мирную жизнь, невзирая на то, что там не урегулированы пограничные споры, граница непонятная. Но в Израиле что же? Голландские высоты. Вот они взяли, оккупировали голландские высоты, забрали у Сирии. Почему? Потому что они высоты. И с голландских высот Израиль как на ладони. Пожалуйста, у вас стратегическое преимущество, кто контролирует голландские высоты. Ну спор же есть. Как бы ООН не признала в свое время. Сирия, конечно, не признает. А все, но жизнь продолжается, как говорится. Не все же время воевать. Не все же время воевать до такого состояния, пока у вас экономики не останется. Или страна превратится в руины.
Вот. Так вот, здесь вот, подумайте, кто у нас тут Палестина, кто у нас тут Израиль. Вот это проблема. Вот эта проблема, я не знаю, как. И проблема в чем? В чем нет проблемы? Что это может длиться годами. Вот такой сценарий. Ближневосточный, арабо-израильский. Он может такой и восточноевропейский. Ближний Восток. А у нас тут Дальний Восток Европы, фактически. Дальний Восток Европы. Вот такой дальневосточно-европейский конфликт такой может длиться годами вот в таком варианте. Значит, у нас первый вариант. Мир. Раз. Перемирие в любом варианте. Не знаю, как это уже политики. На то они и политики. Был бы я политиком, я бы решал бы это и мог бы дать более конкретный рецепт и анализ ситуации и пути разрешения. Но они политики, их избрали. Пусть они и думают, начинают думать об этом. Перемирие. Второе. В это время перемирия закрыть небо. ПВО. Второе. ВПК свой восстановить. Причем не танки, а новый современный. Ну вот, например, может быть, что-то и делается в этом направлении, но мы же говорили с вами, по-моему, в прошлый раз, что мы готовим такой беспилотную ракету, так, или может, беспилотник типа дрона, который дальность полета 1000 километров. А это дает возможность нам уже и до Москвы долететь. Уже какая-то равность какая-то, симметрия, так или нет? Потому что они бьют... они бьют... Ну, вот вы понимаете, в чем Оборонпром, это, знаю, была информация такая-то. Так вы понимаете, что это была информация, распространена вот в день одного из самых жестких обстрелов дронами, шахидами Российской Федерации, что вот смотрите, у нас вот есть готовится дрон, Саша, и он долетит. Я не знаю информации или нет, я предполагаю. Я же не говорю, что это точно. Я говорю, если бы у нас было это, мы тогда выровняли ситуацию, мы могли бы тоже. А мы, мы можем только доставать до Белгорода. Ну вот они сейчас эту зону, там, чрезвычайную зону сделали в Белгородской области, выселят все эти села, по которым мы доставали, и все. Ну, может, иногда там по Белгороду ударить. Ну, ПВО поставят, и все. А они бьют, я не говорю там по востоку, по Киеву. И по Львову, Тернополю, Ивано-Франковску, каким еще, по Виннице, по Хмельницкому и так далее. Поэтому вот надо думать дальше. Ядерная программа тоже может быть. Или гарантии Запад пусть дает. Вопросы надо решать, мы не можем. Я говорил вот вначале о терпении и так далее, но это может быть год с надеждой. Так? Ну, нельзя же тоже вот все время в состоянии таком блэкаута, или если, сейчас пока еще более-менее, а если это будет ухудшаться и эскалация будет ударов по инфраструктуре. Значит, надо эти вопросы как-то начинать думать про это, потому что, если это годами будет, то никто не выдержит, уедут. Многие уезжают и так, вот от того, что свет выключают, от того, что удары, тревога, у людей психика, извините, жить под бомбежками. Смотрите, очевидцы рассказывают. Одна история, что, скажем так, нужно уже задумываться о том, что делать, решить вопрос через мир. Другая же история, и я так понимаю, этот путь выбрали на Банково, это решить вопрос через эскалацию. Чтобы войска НАТО зашли, чтобы американский контингент таки зашел, россияне не решатся с ним воевать или проиграют НАТО, и, собственно, Украина тогда сможет восстановить целостность территориальную и начать новую мирную жизнь. Смотрите, давайте так, по военному сценарию. Освобождение Крыма надо же, тоже военный сценарий выходит. Задача поставлена, да? Цель же освободить все территории. Да, Крым. А Крым ядерный зонтик в Крыму, российский. Это единственный вариант забрать Крым для того, чтобы не было рисков ядерного ответа по военной доктрине России. Это когда сама Россия развалится, расколется. Как Советский Союз. Ракеты были, а политической воли не было. Все. Но этот вариант пока, по крайней мере, и в ближайшее время не реализуем. Политический, то есть развал России, убийство Путина, как говорят, особенно вот эти все российские оппозиционеры, которые кто
в Литве, кто в Брюсселе, кто в Вашингтоне, кто в Киеве и так далее. Это несерьезный подход. Или вот скоро Россия развалится там на 30 государств, и тогда все. Может, когда-нибудь и будет это. И для нас это, конечно, снимается угроза России. Потому что до тех пор, пока Россия будет существовать, и до тех пор, в каком виде будут существовать отношения, вот, замороженный или полузамороженный конфликт, ну, же понятно, что угроза остается. А угроза остается всего. Значит, да, кто будет работать? Какая экономика будет работать? Готов ли Запад годами нам давать военную и экономическую помощь финансовую? Это два. Третий. Ну, давайте так, НАТО сюда вступает. Официально вступит. А что скажет Китай, Индия, страны не Запада, которые говорят, хватит, надо мир. А получается, НАТО вводит сюда войска для чего? Для того, чтобы развязать Третью мировую войну, потому что тогда уже НАТО или Запад впрямую воюет с Россией на территории Украины. Так это все-таки носит характер вмешательства. Это, знаете, война, есть два диспозитива научным языком. Насилие. Война и безопасность. Война – это прямое участие. Безопасность, обеспечение своей безопасности через вмешательство, помощь военную, финансовую помощь и так далее. Вот они сейчас обеспечат свою безопасность, помогая Украине в войне против России. Или в войне, которую развязала Россия против Украины. Обеспечат свою безопасность. И в рамках этого обеспечения безопасности они помогают нам и передвигают военную инфраструктуру НАТО на восток, в Восточную Европу. В Румынию 101-я бригада, кричащие орлы, там вооружение, но не ядерные, кстати говоря, в Польшу и тому подобное. Для чего? Ну, это не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы усилить безопасность восточного фланга. Это уже, ну, скажем так, веление времени. Мало что может быть. Но вступите официально, вот НАТО вступает в войну. Все. И как тут? И Путин только будет говорить, что вот смотрите, мы предупреждали, нам не верили. Вот вы можете получить. Вот это. И тогда мировое, знаете, сейчас мировое общественное мнение, особенно не западное, так, там виды Латинская Америка, Индийский субконтинент, Азия, вот оно так, либо нейтралитет, либо вот так, скажем, ну, я бы не сказал, что они в захвате от Запада и роли Запада во всей этой истории. Но погодите. Если тут уже НАТО прямую будет вступать, то, ну, во-первых, оно не вступит, потому что отвлекать силы от Тайваня, от китайского направления, никто не будет. Укрепить рубежи союзников по НАТО, восточный фланг НАТО. Да, это да. Чтобы, не дай бог, какие-то, скажем так, эскалация военная не перекинулась там на Польшу, на это и так далее. Скажут же, а как же тогда 5-я статья, а как же роль США? Как ключевого генератора, так сказать, безопасности этих стран. Тогда сама роль США и НАТО, она будет девальвирована. Но опровергает вот ваше утверждение об укреплении только рубежей. Вот последнее заявление Столтенберга, который увидел там угрозу и применение, в том числе развертывания на севере, на крайнем севере Российской Федерации, со стороны Российской Федерации. Увидел эту угрозу и сказал, надо побыстрее принимать Финляндию и Швецию в НАТО. А это уже не укрепление, это расширение. Или я не прав? Это укрепление северного фланга НАТО. Расширение и укрепление северного фланга НАТО. Борьба за Арктику. Ветер северный, умеренный до сильного, как там пели в песне одной пелось. Это борьба за Арктику. Посмотрите, новая морская доктрина России. Китай туда устремился. А чего Аукус делают? Австралия, так, Британия, США. Австралию подключают к тому, чтобы с этого, с Тихоокеанского маршрута тоже оснащают ее подводные лодки, которые будут строить. Забрали у французов, выкинули французов из этого контракта на 50 миллиардов долларов и отдали американцам. Что там ядерный будет носить?
В Арктику все будут. Через 20 лет Арктика будет главной. И Китай туда через Россию пойдет тоже. Вот. Поэтому вот и Швецию, и Финляндию берут для этого. Конечно, это и такой имиджевый жест. Вот Путин хотел нас, скажем, требовал от нас НАТО, чтобы военная инфраструктура НАТО ушла на 97-й год, на уровень, на границе. А мы тут разы финнов и шведов, скандинавов, короче. Вот так. Но это же понятно, что борьба будет за это, скажем, знаете, вот в чем особенность конфликта и войн такого, как у нас. Вот вы в фокусе внимания. На вас вся оптика, медиа и все опции, которые возможны. Год устает. Появляются новые конфликты, новые приоритеты, новые императивы. Меняются власти на Западе. Как правило, там меняются власти. А в Китае, как мы знаем, и в России несменяемые власти. И все. И начинается новая игра, уже новое кино, новый сериал пошел. Все живут же в этом. И все. И этот конфликт превращается в рутину. И наша война может превратиться в рутину, она перестанет быть интересной, и потом расхлебывать все мы будем. Мы. Запад может потом, знаете, приоритеты, раз что-то поменялось, и все. Пришел, так, условно говоря. Не дай бог, но придет Трамп, например. Все. Там Китай начал что-то против Тайваня. А они начнут, рано или поздно. Хотелось бы, чтобы попозже это было, а не раньше. Все, туда все перекинется, потому что это главное. Потому что там Тайвань, совсем другие отношения юридические между Тайванем и США. Там находится Япония, у которой договор, у американцев договор о безопасности, который предоставляет Японии безопасность, гарантии безопасности, ядерный зонтик и так далее. Японцы же долго упирались, не хотели подписывать ДНЯО, договор о нераспространении ядерного оружия. Рассчитывали, что, может быть, удастся им как-то. Это все. Нет, американцы настояли, мы вам обеспечим, как и немцам они сказали. И немцы, и японцы не хотели. В 60-е годы, когда договор в 1963 году, после Карибского кризиса был. Все. Значит, туда все перейдем. Перейдем, потому что там главная озабоченность. Ну, тем более Америка Тихоокеанская держава, Тихоокеанское побережье. А где Украина, где Америка? Кто-то скажет так. И уже говорят так. Поэтому нам надо сейчас думать о том, как и эти гарантии безопасности по Расмуссену там, и там Киевскому договору, и такие как бы членство в НАТО, хорошо. А если нет членства в НАТО? А эти гарантии, значит, на что у нас остается? Если гарантии нет, ядерную программу надо делать. Вы что думаете, с этой грязной бомбой, это же не только имело, которую заварили эту всю информационную атаку россияне. Оно что же связано с тем, чтобы не только обвинить нас, что мы готовим какую-то там как бы провокацию, а в том, чтобы Запад обратил внимание на нашу ядерную программу и скажем, помешал нам. Поскольку, Запад, мы же говорили с вами, по-моему, в воскресенье, что стоит на позиции нераспространения ядерного режима нераспространения. В Израиле это она есть, кстати говоря. А неофициально она есть. И все признают, что она есть. Понимаешь, что да, они не члены ядерного клуба, но есть. Пакистан создал, Индия создали свое тоже. Так давайте индо-пакистанский инцидент. И понимаете, когда... А многие же писали, вот, допустим, там перед войной, что вот Минский, там, Донбасс и так далее. Вот конфликт может приобрести такой характер, как Индия-Пакистан. Пакистан – это Украина, а Россия – это Индия. По размерам там и так далее. Я говорю, есть только один момент. У Пакистана есть ядерное оружие, а у нас нет. Поэтому тут, видите, тут все сходится, надо, в какой-то степени надо понять, где высшая точка успеха, как всегда я говорю, цитируя Эдварда Лютвака, зафиксироваться и начинать пересборку страны в этом направлении, понимая, здесь, кстати, надо согласиться, извините, мы не будет крамолой. Путин сказал, это будет 10 лет, самые непредсказуемые 10 лет.
Это эпоха, мы вступили в эпоху войн, территориальных споров и конфликтов, переделов, новой гонки вооружений и так далее. Мы готовы вот к такому? Так мы уже Все, в вот этом. это вот этот, скажем так, лайт, период независимости, золотое время украинской независимости, оно позади. Сейчас время работы. Раньше мы паразитировали на независимости. Это дивиденд независимости был присвоен элитами, олигархами и прочими казнокрадами, и баронами-грабителями, баронами-разбойниками, как когда-то называли олигархов в конце 19-го, в начале 20-го столетия в США. Так? А кто? Это разбойники. А сейчас нужны зодчие, строители, созидатели. Элита новая нужна, которая бы понимала вот эти все особенности нового времени и имела цельную картину того, что происходит в мире, и место Украины в мире. И на 50 лет выстроить стратегию. Главное это безопасность страны. Да, друзья. И главное понимание того, что сейчас не эпоха войны и мира. Классические войны закончились. Раньше объявил войну, объявил победу. Мы победили. Не будет такого. Сейчас, как я уже говорил, идет такое непрерывное, такое как бы вневременное, как будто время застыло. Состояние насилия, которые могут размораживаться, замораживаться, вспыхивать, тушиться, там кто-то их потушит, но оно продолжается. Смотрите на Ближний Восток, смотрите на Индию, Пакистан, смотрите на Корею, черт его знает, где смотрите. Да, друзья, самое главное, смотрите мой YouTube-канал, ставьте лайки этому видео. Вадим Карасев отмечен как YouTube-пользователь, смотрите его тоже. Финальный вопрос о зодчих, которые понимают новую реальность. Илон Маск купил Твиттер, освободил птичку. Сначала запустили, мол, информация, что Трамп поздравил и ждет возвращения в свой аккаунт. Позже сказали, ну, это как бы фейк, преувеличение. Потом еще позже появилась информация, что там пару топ-менеджеров выгнал сразу Маск и заявил, что будет Твиттер спасать человечество и пожизненной блокировки аккаунта не будет. Что это означает? Это серьезное событие? Ну, во-первых, конечно, серьезно. Потому что это, во-первых, Маск, а во-вторых, это Твиттер. А в-третьих, аккаунт в Твиттере Трампа 31 миллион подписчиков. Значит, это серьезно. А в-третьих, мы живем в эпоху твита. Птичка. Знаете, вообще мода на птичек. Беспилотники называют птичками тоже. Вот такая птичка, информационная птичка. Оружие необычайной и разрушительной силы. Раньше это бы назвали орг-оружием, организационным оружием, которое бьет по психике. Потому что вот вы сказали, смотрите, видео, YouTube-канал ваш, наш и мой. Но люди это смотрят. А все ли слышат и видят? Смотреть это еще не значит видеть и слышать. Смотрят все. Но какими глазами? Смотрят ли? Потому что смотрят глаза, но смотрят одновременно и мозги. Они же перерабатывают. Зрительные. Как сказал бы философ, классик, перцептивные образы. Перцепции. Трансцендентальный синтез апперцепции, как сказал бы Иммануил Кант, следуя его критике чистого разума. Том 1. Так вот, надо еще видеть и слышать. Но, к сожалению, сегодня все меньше и меньше видят и слышат, а все больше смотрят и пишут. Понимаете? А пишут как? Что вижу, то и пою. А что видят? Какин, песня киргизского кино. Что вижу, то и пою. Мало аналитики. Но вот Твиттер – это такое как бы обыденное, каждодневное средство информации, которая заменяет вообще-то аналитику человека. Оно подменяет мозги. Поэтому орудие – это огромная сила. Конечно, учитывая и позицию. Вообще, кто такой Илон Маск? Какой это менеджер и пиарщик, самопиарщик. А без пиара у нас сегодня никак. Я уже говорю, что изображение сегодня побеждает все. Кстати, это хорошо использует наша власть.
Это два. И в-третьих, ну, это и амбиции политика могут быть. Может, он пойдет номинироваться от республиканцев, так, или будет работать на республиканцев. Уже есть сегодня подтверждение одной социологической конторы, ну, достаточно авторитетной США, что демократы проигрывают выборы промежуточные. Вот еще к этому твит. Вот. В общем, время коротких, скажем, мемов, междометий. Сегодня уже не мысль, а мем. А вот как раз твиттер и твит – это как раз и ключевой, а может быть даже и главный сегодня в мире генератор мемов. Ну, он под выборы купил. Да не важно, под выбор он купил или нет, но посмотрите, сумма сделки какая. Значит, оно того стоит. А во-вторых, конечно, под выборы, ну я бы даже сказал, уже выборы 24 года. Президентские выборы в Штатах 24 года. Да, поживем увидим, что будет в 2024 году. Да, вот это правильно. Не поживем, посмотрим, а поживем, увидим. Хорошо. Друзья, берегите себя. Спасибо большое за ваше внимание. Вадим Юрьевич, спасибо вам большое за ваше время. Спасибо, Саша.